Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз. Личная жизнь до конца лета. Давайте узнаем, как изменится ваша личная жизнь, что прояснится. Может быть, это вот тот фон некоторых вопросов, которые касаются ваших взаимоотношений с близким человеком. Но все-таки личная жизнь – это у нас не только про любовь, это в целом наши контакты, особенно с теми людьми, которых мы не можем, например, исключить из нашей жизни, коллеги, соседи, но это еще и сфера наших достижений. И Уран в июле месяце, который входит в знак зодиака Близнецы, как и с нас самих, так и со многих, может снимать маски. Вот мы снимаем маски, может быть, нам самим что-то надоело, а возможно, это будет связано с тем, что мы услышим какую-то новость или себя поведет как-то человек. И давайте мы с вами узнаем, перейдем сразу к раскладу. Так что же прояснится? Общий фон вашего настроения или вашего настроя до конца лета. Мы достанем две карты. Что вам будет помогать? Что вас будет радовать? Как проявит себя партнер по отношению к вам? А для тех, кто один или одна, будет ли новое знакомство? Сейчас достанем еще две карты. Ну, даже возьмем немножко шире. Это могут быть новые люди. Новые люди в вашем окружении. Будут ли они? Суждено ли, да? С какими энергиями это может сопровождаться? Что вам может помешать? Это некоторые могут быть как и неожиданности. Ну и сами мы должны что-то подметить, не упустить, с чем мы можем столкнуться. И достанем, какое продолжение, да, хотела сказать, следует. И достанем карту совет, что нам подскажут, как в лице карт высшие силы, или что нужно тоже учесть. Итак, общий фон, ваше настроение, что же у вас прояснится? Ну, любовь какая-то тут прояснится. Вообще, эта карта еще и выбора. Ну, посмотрите, влюбленные. И прекрасные карты. И, кстати сказать, вторая карта. Десятка мечей. Только хотела сказать, выбор у каждого может быть свой. У кого-то это, я такое допускаю, может быть и любовный треугольник, или какие-то сложные отношения. Когда и любовного-то треугольника нет, а может быть какие-то третьи силы, будем реалистами. У кого-то это могут быть, если мы говорим о личной жизни. Это в виде родственников, самых разных. Или даже для тех, кто меня смотрит, в возрасте, например, может быть, и есть у вас какая-то дружба, новая история любви. А ваши дети, они уже тоже взрослые. Вот здесь может быть противостояние, ну, где-то со стороны детей. Либо вас, либо партнера. Ну, самые разные какие-то противоречия. Десятка мечей мы закрываем в прошлую дверь. Вот какой настрой. Вообще, я должна сказать, вам будет больше хотеться ясности. Вот как раз прояснится. И вы, может, будете искать информацию, могу я этому человеку доверять или нет. Если это была какая-то в отношениях пауза, нет контактов, вы в одностороннем порядке можете задуматься, а так ли мне это важно. Играть вот в эти прятки. Если мы говорим, срывает Уран постепенно, шаг за шагом маски. И это не совсем в один день. Это где-то продлится даже не до конца лета, а значительно дальше. Ну, с заходом на ноябрь так это точно. Вроде как выбор-то нужно делать. И, может быть, и вам этого захочется. Или может захотеться партнеру. А для тех, кто был в ссоре, карты нам тогда говорят, все-таки в прошлое мы дверь закрываем. Не вспоминай былое. Если ты хочешь продолжения отношений, тогда тебе тоже нужно перестроиться. Словно в другой формат, в другие энергии, быть более адаптивным, быть более гибким. Старший аркан. Правда, вам тут надо будет, может быть, определиться с чем-то. Но вот смотрите, девятка кубков. Вообще это карта эгоиста, поэтому где-то эгоизм может зашкаливать. Даже в хорошем смысле мы хотим сделать так, как мы считаем правильным или считаем мы так разумным.
Но вот вторая половина, да, по аркану влюбленная, она как-то считать может совершенно по-другому. И я вам так скажу, ведь нет общей какой-то таблетки, да, как общего средства, который или совета, который поможет всем, мы все разные. Может быть и есть вот сейчас именно, до конца лета, мои дорогие овны, что-то переосмыслить, завершить на самом деле. Или завершить наше восприятие чего-то. Здесь на грани такой, знаете, вибрирующей, очень тонкой будут какие-то вопросы по взаимоотношениям, когда есть смысл что-то и не разрушить. Как с водой выплеснуть ребенка, есть вот такая поговорка. Но и себя-то не поставить на второе место. Почему? Потому что у вас как раз сфера достижений может, ну, как-то очень продуктивно идти до конца лета. И вроде лета мы больше отдыхаем, но нет, тут какая-то сфера достижений и одновременно денег. Если мы говорим про эгоизм, да, это в хорошем даже плане, это как энергетика, которая нам помогает преодолевать некоторые барьеры, потому что это настойчивость. Вот настойчивость – это ваш, кстати, шикарное качество, вот как ваш конек. Но понимать, куда же вот мне нужно биться, что мне нужно действительно настойчиво продолжать, а что уже помимо моей воли, может быть, я и пытаюсь там удерживать, а от моего желания тут далеко не все зависит. И где-то ведь двое нам по аркану влюбленные изображены. Тут действительно нужно принять взгляд или точку зрения партнера, или возможность продолжения отношений, например, в каком формате, а потом подумать, а насколько это устраивает меня. А для кого-то из вас по работе будет выбор. Или, может быть, вы окунетесь головой в свой бизнес или в заработки конкретно, потому что вы видите до конца лета какую-то удачную возможность. Кстати, планетарно это тоже так. Когда вы не только можете заработать деньги, а как какой-то качественный скачок сделать в будущее. Давайте мы пойдем дальше. Что же вам будет помогать? Рационализм, холодные мысли. Кстати, закон. Не поступаем против закона. А если нужна какая-то консультация, найдите специалиста, который вам прояснит какую-то ситуацию. Вы можете столкнуться в личной жизни, правда, с вопросами быта, семьи, дома, детей. Может быть, это какая-то, мои дорогие мужчины, очень важная женщина в вашей жизни. И, безусловно, по аркану императрица – это те женщины, которых мы встречаем, девушки, которые, даже если потом мы с ними расстаемся, спустя годы мы понимаем, что нет. Это вот как какая-то новая точка восприятия жизни. Потому что это символ где-то нового «я». Мои дорогие девочки, это ваше качество жизни в первую очередь. Может быть, и вы сталкиваетесь где-то с преградами по законам. Но мы говорим, что вас все-таки будет радовать, что вам будет помогать. Ну так вот, у вас есть возможность обойти каким-то образом или найти подзаконные акты. И если есть действительно какой-то юридический вопрос, неважно, с чем он занят, по аркану императрица, начиная от вашего творчества, личного дела, хобби, бизнеса или кончая любовная история, насколько откликается партнер, готов он что-то совершить в реальной жизни, к примеру, оформить документы или что-то прописать на бумаге, или насколько глубоко он готов участвовать в ваших отношениях, или это только наносное. Все-таки король мечей, да, такая она жестковатая карта, суровая, я бы где-то сказала, но, видимо, вам это помогает. И есть какая-то реальность. А карта императрицы – новое качество жизни. В новую реальность наше восприятие. Может быть, и придется от некоторых эмоций, потому что мешают. Нужно отказаться. Или методы поменять. Вот посмотрите, все 5 карт, они как-то между собой взаимосвязаны. И на кону как изобилие, процветание, деньги конкретно, и может быть любовь, так как вот то самое качество жизни новое. И ведь это еще карта статусная. И у кого-то смена статуса будет проходить через личную жизнь. Могут быть, я такое допускаю, для кого-то из вас вплоть до предложения руки и сердца. И вот вы будете оформлять документы.
но у кого-то может быть и противоположная история. Но все встает на свои места. Вы с чем-то действительно разбираетесь, проясняете для себя до конца лета, куда идут ваши отношения, или пусть это даже касается вашего личного дела, или вы работаете в организации. Здесь возможность смены статуса, построить карьеру, и кто-то ударится буквально в вопросы карьеры. Но будьте рациональны, мои дорогие Овны. Нет горячности, обратите внимание, ни в одной карте. Но, видимо, вам это необходимо знать. Как проявит себя партнер по отношению к вам, мы говорим о тех взаимоотношениях, которые уже присутствуют. Двойка мечей. Но это тоже состояние где-то выбора. Это наша какая-то путаница и лабиринт. Два меча, а должен остаться один, я часто говорю. Туз мечей – это как выход из лабиринта. Но вот, видимо, может быть, партнер сам по себе не определился. Давайте откроем вторую карту. У кого-то может проиграться именно такая история, когда в какую-то тишину ушел партнер, не проявляет ожидаемых вами эмоций, может быть, и не участвует. Здесь у каждого по-своему. Может быть, если даже это касается личной жизни, не участвует в том проценте или в том контексте, как вы предполагали именно в делах семьи, у кого-то так. Это может быть и одиночество вдвоем, все-таки аркан-отшельник. И тогда, мои дорогие овны, явно вы захотите разобраться. Какая-то история вам просто надоела. Может быть, это касается у кого-то личная жизнь. Нам, да, вот эти вот первые 5 карт обрисовали, что как раз в более позитивном ключе. Но ситуация выбора. У кого-то я могу предположить, вот этот партнер, или пусть это будет, мы переложим как взгляд родственников, взгляд каких-то людей на вашу историю, или, может быть, когда, ну, есть какая-то противодействующая сила, или тот человек, который вроде бы равнодушен, но, тем не менее, он не проявляет, что для вас было бы важно, какого-то своего однозначного мнения. И вы понимаете, что нет, мне это тоже надоело. Что-то может надоесть, мои дорогие овны. Это факт. Вообще, карта отшельника – это карта независимого человека. И, наверное, с Ураном. Уран сам по себе олицетворяет свободу. И для кого-то я могу предположить, вот эта свобода будет, ну, как свежее дыхание. Это как свежий воздух. Совершенно необходимо. А для тех из вас, у кого даже подобные какие-то запутанные ситуации есть по работе, вот хочется быстрее с этим разобраться, потому что именно до чертиков надоело. Какая-то паутина липкая или какой-то конфуз, или когда люди обещают одно, а потом в итоге получается что-то другое. Вы некоторым людям перестанете верить, мои дорогие. Это точно. Отшельник, он всегда идет своим путем. Он понимает, что надоело ждать. И вот теперь я иду один. Да, где-то эта карта того сильного человека, который умеет пройти свой путь в одиночку. С одной стороны, это дает для вас великолепные перспективы, потому что, когда выпадает аркан-отшельник, вам никто не мешает. Но, видимо, и вопрос выбора, он стоит для вас где-то до конца лета очень остро. Как будто хотим мы или нет, а выбор нужно делать. И здесь немножко у каждого по-своему. У кого-то это будет касаться личной жизни напрямую, и история любви, может быть, и какой-то тройственный союз, да, когда вам нужно разобраться, куда же идут наши отношения, прояснить, чего я хочу продолжать и чего я точно не хочу на кону, потому что у вас императрица, новое качество жизни. Тут какие-то качели не могут быть продолжены. Вот я именно вижу так. И такие качели может завершить как и партнер, так и вы тоже сами можете завершить. Хорошо, давайте мы с вами узнаем, будет ли новое знакомство. Ну, наверное, все-таки может быть новое знакомство. Или, я бы сказала, двойка мечей. А здесь туз мечей. Я только что говорила, когда остается один меч, это уже выход из лабиринта или из какой-то паутины. Мы уже знаем точно, куда мы идем. Поэтому будет ли новое знакомство? Вот возобновление отношений, я такое могу предположить. Может быть, оно идет в одностороннем порядке.
Это вы хотите возобновить какие-то отношения. Может быть, и человек попробует. И я вполне такое тоже допускаю, возобновить отношения с вами. Вполне вероятно для тех пар, которые сейчас, к примеру, находятся в стадии развода, или вы понимаете, что взаимопонимание утрачено, остались дети, остались нерешенные вопросы по части недвижимости, имущества, денег, то тогда нам карта говорит, тебе все равно придется контактировать. Поэтому какой-то нужный правильный фарватер придется избрать. Вам тогда, даже если есть желание уйти в этого самого отшельника, для вас, мои дорогие овны, не обострять какую-то ситуацию. По сюжету у нас мудрец. Это философ, который распутывает какие-то сложные гордиевые узлы. Поэтому подойти мудро к какому-то делу или к вопросу ваших взаимоотношений. Опять же, есть люди, которых мы не можем исключить из нашей жизни. И жизнь, как нарочно, нам тогда, как экзамен преподносит, словно возникают те вопросы, когда нам приходится обращаться к этим людям. Вот где-то проложите себе соломки на будущее. Вот, наверное, работает еще и та поговорка «позади кинь, впереди найдешь». Ну, как-то так. Но для вас лично уже точно что-то проясняется. И вполне вероятно, кто-то выходит из прежних отношений. Или это вы, мои дорогие, выходите из одиночества. Будет ли, мы говорим, как проявит себя партнер. К примеру, если никак он не проявил, а вы какое-то время находитесь вот в этом беспокойном ожидании, много мыслей. Или, возможно, человек бесследно исчез по разным причинам, но вот эта неопределенность, она точно у вас закончится, потому что вам это действительно надоело. И у кого-то это будет вот выход из лабиринта или даже из одиночества. Давайте посмотрим, так будет ли новое знакомство. Да, вот тройка мечей – это карта выздоровления, как бы мы ни относились к ней. Это ведь всегда карта прошлого. Это какой-то разрушающий, очень больной ситуации, когда сердце пронзено не одним мечом, а аж тремя. И долгое время мы были как в небытие, в каком-то состоянии невесомости. Мы никому не верили, мы боялись, возможно, открываться вообще людям или строить какие-то отношения. Даже мыслей не было, мои дорогие. И прежде чем мы выходим из лабиринта, мы ведь в эти тупики попадаемся неоднократно. Но, видимо, сколько себя не терзай, сколько себя не дергай, вот приходит за лето к вам осознание, что то, что заканчивается или закончилось, нужно в этом ставить точку. И теперь остается здоровое равнодушие. Вы действительно выздоравливаете, словно от сложных отношений или какого-то бесполезного пустого ожидания, и вы просто идете вперед. Я, кстати, допускаю, что кто-то из вас вопросы собственных достижений, и у вас получится, словно может все силы туда бросить, потому что вы теперь видите тоже для себя не просто перспективу, а какой-то своеобразный прорыв. Но вам отсюда только вперед, это правда. И вот это здоровое равнодушие, оно вам буквально помогает. Что вам может помешать? Как сама по себе неожиданность, но может быть это и возможность. Ну да, шестерка кубков иногда это карта ностальгии. Так вот, ностальгировать, видимо, определиться. Чего же хочу я? Куда же иду я? А потом определиться, насколько, если мы смотрим личную жизнь или вопросы взаимоотношений, насколько присутствует энерговзаимообмен, мои дорогие. Мы ведь можем в иллюзиях где-то пребывать, думая, что мы в чем-то правы. Ну, может быть, так оно и есть. Но то, что свершилось, оно свершилось. И если партнер или какая-то другая сторона в наш адрес не откликается или не откликается долгое время, ну, время снять маску самого себя и быть честным, наверное, с самим собой, и вот эту прокрастинацию попросту закончить. Хотя по этой карте, именно в этой колоде, это искреннее взаимодействие, это приятные эмоции. Поэтому для кого-то возврат, я говорила, мы все разные, для кого-то возврат человека может быть с новым пониманием, такое может произойти, но ведь это может и вам помешать, когда вы надолго словно застреваете в этой двойке мечей. Какое же продолжение тогда следует? Вот помните, основные, наверное, задачи. Пятерка
Пентакли – это всегда недостаток. Недостаток во взаимопонимании – раз, и недостаток в деньгах – два. Если мы говорим взаимопонимание, карта императрицы – это та, которая умеет со всеми договориться. И хоть ваш знак зодиака больше символизирует карта императора, но император – это не совсем про дипломатию, прямо скажем. Вам карты предлагают быть в других энергиях. Вам это помогает, буквально. Как и, если необходимо, сгладить какие-то острые углы. Может быть, буквально, мои дорогие, пойти в какие-то высокие инстанции, может быть, это вопросы личной жизни касаются, и как-то более четко и ясно обустроить вашу жизнь. Или, может быть, завершить ту путаницу в ваших отношениях. Вот в чем-то поставить точку и понимать, какие ресурсы в моих руках, куда же я иду, чего же я могу достичь. Вот рационализм, он вам как основа всего. Более того, и, видимо, даже какая-то прежняя минусовая ситуация вам таки и помогает выйти из этого лабиринта ожиданий или из какой-то путаницы. Но, повторюсь, возможности они есть. Правильно понять, следует чего-то ждать, следует на чем-то настаивать, или пора закрыть уже в прошлое дверь. Давайте карту совет откроем. Ну, будьте, наверное, вот как этот король Пентаклей. Он доверяет сам себе. И да, с вдохновением у него сложновато, но иногда это тот человек, во-первых, который сам на своем опыте прошел сложный путь проб и ошибок. Это его закалило и сделало большим реалистом. Но и вам как будто ведь тоже вот эти карты, они все про реализм, мои дорогие. Поэтому что вам помогает? Рационализм помогает, надежность. Когда у вас есть деньги, когда эти деньги не просто в дне сегодняшнем, а когда вы можете их переложить на день завтрашний, как, может быть, заставить деньги работать, или все то, что касается сферы ваших доходов, сферы ваших заработков. Может быть, вам придется и заручиться чьей-то поддержкой, и человек будет у вас в вашем окружении такой, который будет вам либо дельным советом помогать, но, может быть, по этой карте, кстати, идут наши близкие, и поэтому мы ведь все разные. И у кого уже сложившиеся отношения, причем такие надежные, то тогда продолжай, нам говорят, продолжай вот в том же духе, но, может быть, вот по части эмоций что-то и следует пересмотреть. Для вас вот эти самые люди такие надежные, пусть они в других энергиях, это совсем не ваша энергия, мои дорогие овны, но это все то, что не делает вашу жизнь путанной, непрогнозируемой, непонятной. Я часто в своих прогнозах говорю 2025 год до конца, а вот вторая половина это как раз к этому особенно относится. Это год адаптации. И вот, видимо, перед 2026 годом и таким далеким стартом на будущее для вас очень важно для себя создать какой-то фундамент, как и в виде людей, так и в виде финансового благополучия. Иными словами, вот эта карта где-то рассказывает все то, что я говорила по пятерке Пентаклей, то, что нужно как будто устранить, чтобы это не мешало. И возможности, самое главное, стоять прочно на земле. Они у вас есть и будут. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие. Будьте любимы всегда. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, пишите комментарии, и я вас хочу пригласить на свой сайт. Оставляю ссылки в описании под видео. Вы найдете разные статьи и гороскопы.